Тотальный обстрел Украины. Россияне анонсируют апокалипсис для страны. Жесткие и беспощадные удары РФ, асимметричный ответ. Путин ночью экстренно приехал в Кремль. Россия получила в ответ. Горит и полыхает примерно везде. Война приходит в каждый дом. США ввели войска. Объявлено о вторжении. Такое впервые за 30 лет. Россиянам запрещают видеть реальность. Многие видео в стране теперь недоступны. Резкие перестановки самой верхушки в Казахстане. Власть Токаева выходит из-под контроля или наоборот. Внезапные отставки, устранение конкурентов или вынужденное решение. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Ночь тотального террора и абсолютной обороны. Россия пошла на рекорд. Почти 500 дронов и 20 ракет выпущено по Украине за одну ночь. Антирекорд с начала войны. По данным воздушных сил ВСУ, все кинжалы и почти все ракеты сбиты. 460 дронов уничтожено, подавлено или потеряно благодаря работе РЭП. Всего нейтрализовано 479 из 499 целей. Для сравнения, за весь сентябрь прошлого года Россия запустила 1300 шахедов, а только за одну последнюю ночь почти половину этого числа. Это не просто атака, это попытка вымотать страну, устроить цифровое и огневое цунами. Но украинское ПВО выдержало удары и отработало на отлично, сбив даже гиперзвуковые кинжалы. Кремль пытался устроить апокалипсис, получил демонстрацию силы обороны, и теперь каждый шахед превращается в аргумент. Украина готова держать небо. На массовые бомбардировки гражданских объектов Украина ответила точечными ударами по военным целям. Еще взрыв. На этот раз в Чебоксарах, столице Чувашии, был поражен ключевой завод навигационных систем в НИИР «Прогресс». Он производит антенны и электронику для армии России. Помехозащищенные навигационные модули «Комета-М» применяются в крылатых ракетах вроде «Искандер-М», «Калибр» и беспилотниках. Но себя завод защитить не смог. Это он. Сейчас второй будет. Предприятие остановило работу, сотрудники эвакуированы, сообщает глава Чувашии Олег Николаев. До некоторых местных жителей лишь на 12-й год агрессии против Украины стало доходить, что происходит. Война! Пиздец. Все, я завтра уезжаю. Дроны пожаловали и в ряд других регионов. Третий пошел. Взрывы были слышны в Нижегородской, Тамбовской и Воронежской областях. Что-то горит. А так горели цистерны в Казани. Это не покажут по российскому телевидению. Просто трэш вообще. Пока РФ атакует Украину, украинские силы спецоперации бьют по аэродрому Саваслейка в Нижегородской области. Оттуда вылетают самолеты для ударов по Украине. Пошли обратно, по-братски. Повреждены как минимум 2 борта, вероятно, МиГ-31 и Су-30-34. Новый удар вглубь России сразу после паутины. Удалить видео, закрыть глаза и запретить, значит, этого нет. Ну или сделан вид, что нет. Власти решили скрывать удары по России. Все больше регионов в РФ штрафуют за публикации последствий ударов украинских дронов. Уже 12 областей, включая Калужскую, Тульскую, Тверскую и Калмыкию, объявили такую съемку помощью врагу. Ну, еще попали. Ух ты, как хорошо. Формальная безопасность, но по сути попытка скрыть, как часто и точно беспилотники бьют по военным и инфраструктурным целям. Людям запрещают видеть реальность войны. И чем больше прилетает, тем громче молчание. Но боятся не дронов, боятся, что народ увидит, как война стучится уже в каждый дом. В ход идет и тяжелая артиллерия. Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил бросить в бой «Орлов» и «Киборг-голубей» с камерами и сенсорами для их отслеживания. Все против дронов. Россияне, которые нас смотрят изнутри страны и хотят знать правду, напишите в комментариях, откуда вы нас смотрите и почему правда для вас важна. Москва готовит настоящий апокалипсис для Украины в ближайшие дни. Продолжение массированных ударов сразу после операции «Паутина». Россия готовит ответ, от которого могут содрогнуться города. Как сообщает Reuters и подтверждают наши источники, Кремль планирует самую масштабную и беспощадную атаку за все время войны. С 7 по 15 июня серия ракетно-авиационных ударов по всей территории Украины. В ход пойдут кинжалы, 80 крылатых, 90 баллистических ракет, 3000 ударных дронов. Об этом говорит разведка. Хуже всего удар будет асимметричным.
Это значит, цель не фронт, а символические и уязвимые объекты, места, где никто не ждет удара. По словам Зеленского, сигналы тревоги игнорировать сейчас нельзя. Ожидается не просто атака, а испытание всей системы обороны страны. Если прогнозы подтвердятся, это может стать поворотной точкой. И в этой игре на выживание Украина должна быть на шаг впереди. Накануне, к слову, Путин внезапно приехал в Кремль за 1,5 часа до полуночи. Кроме этого, на этой неделе он проведет большое заседание Совбеза РФ. Что там будет, обязательно расскажем. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск «Ну и новостей». США внезапно сорвали поставку 20 тысяч ракет для Украины. Проект, который мог спасти сотни жизней и сбить тысячи шахедов. Вашингтон пообещал еще при Байдене. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, ракеты были недорогими, но критически важными. Однако США в последний момент перекинули весь арсенал на Ближний Восток, где разгорается новый виток конфликта с Ираном и хуситами. Тем временем Трамп готовится делать Америку вновь великой, а та готовится к юбилею армии и ко дню рождения Дональда Трампа. Колонны танков, гаубиц и бронемашин стягиваются в Вашингтон. 79-летие президент США отметит в духе 80-х, самым большим военным парадом. А Украина снова осталась с 2 неделями и фразой «Владимир, стоп!» в соцсети, как единственным оружием и надежной гарантией союзника. В отличие от США, Литва говорит прямо, Россия не остановится на Украине. Президент Гитанас Науседа в интервью Bild призвал к максимальным санкциям против «Газпрома» и «Лукойла», отключению банков от SWIFT и немедленной военной помощи Киеву. Он подчеркнул, балтийские и скандинавские страны показывают, что при политической воле можно не тянуть с обещаниями, а реально помогать здесь и сейчас. Иначе они нас не будут уважать, они продолжат держать Европу слабой и считать, что она не готова к смелым решениям. В то же время премьер Словакии Фица угрожает заблокировать санкции ЕС против РФ, если они нанесут ущерб национальным интересам. Премьер Венгрии Виктор Орбан вторит, если Путин приедет в Венгрию, он будет принят как подобает, а антироссийские санкции, по его словам, разрушают Венгрию, якобы уже обошлись стране в 20 миллиардов евро за 3 года. Но Орбан не уточняет, что это меньше, чем Россия тратит на войну за 1 год. Это эквивалент 10 тысяч ракет, которыми Кремль уничтожает украинские города, и меньше, чем стоил разрушенный Мариуполь. Эти миллиарды не убытки, а цена европейской безопасности, потому что если не платить сейчас, платить придется потом и больше. Не деньгами, а территориями, жизнями и свободой. Армия на улицах США. Протесты переросли во внутренний кризис с глобальными последствиями. Солдаты с оружием на улицах Лос-Анджелеса впервые за 30 лет. Мятеж или внутренняя оккупация. Мэрия все отрицает, Трамп давит. Белый дом кричит о мятеже. Национальная гвардия США официально введена в мегаполис на фоне массовых протестов против депортаций, миграционной политики Трампа и действий службы контроля. Стычки с полицией в Калифорнии перешли в открытые беспорядки. По Нью-Йорку также прокатилась волна столкновений. Руководство США называет происходящее мятежом и иностранным вторжением. Я поручаю министру внутренней безопасности, министру обороны и генпрокурору в координации со всеми соответствующими ведомствами предпринять все необходимые меры для освобождения Лос-Анджелеса от мигрантского вторжения и прекращения этих мигрантских бунтов. Порядок будет восстановлен, нелегалы будут выдворены, и Лос-Анджелес вновь обретет свободу. Президент США называет протестующих проплаченными мятежниками и требует немедленно арестовать всех людей в масках, а также анонсирует до 2000 бойцов для восстановления порядка. Власти штата и города, которых обвиняет Трамп, высказали возмущение действиями президента. Когда вы устраиваете облавы на рынках и рабочих местах, когда разлучаете родителей и детей, когда запускаете по улицам броневики, вы не защищаете людей, вы нагнетаете страх. Это не про безопасность, это про власть и запугивание. В городе начинается хаос, и он спровоцирован администрацией Трампа. А губернатор Калифорнии говорит прямо, это похоже на действие диктатора, а не президента. Министр обороны США подчеркивает, что Пентагон готов мобилизовать действующие войска, если насилие продолжится. В воздухе уже запах не протеста, а гражданского конфликта. И это не просто внутренний шторм. США, которые обычно учат других демократии, теперь сами выглядят как нестабильное государство. Даже Трамп символично оступился на трапе, повторив знаменитый трюк Байдена. А за ним тоже сделал и госсекретарь Рубио в один день. Слабость на фоне мировых войн, нестабильности в ЕС и амбиций Китая. Угроза не только Америке, но и глобальному балансу сил. Если США срываются в затяжной внутренний конфликт, кто останется гарантом мировой стабильности? И в каком мире мы проснемся завтра?
Токаев резко сменил силовиков. Что происходит в Казахстане? В воскресенье, накануне международных визитов в Астану, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неожиданно уволил сразу 2 министров обороны и транспорта. Особенно неожиданным стало отстранение Руслана Жаксылыкова. Бывший генерал активно реформировал армию и открыто конфликтовал с политическими центрами принятия решений. Это напоминает мне ситуацию с борделем, в котором просто переставляют кровати местами. Потому что никаких реформ, никаких действительно прорывных сдвигов экономики Казахстана от смены министров проходить не будет. То есть этих министров принесли, скажем так, в жертву, чтобы показать, назначить виновных. Наталья Садыкова не связывает отставки с нажимом извне или играми отстраненного отдела Нурсултана Назарбаева. Но я не думаю, что те, кто пришли им на замену, будут работать лучше. Это диктатуры. Отрицательная селекция многолетняя, она привела к тому, что управленческий аппарат Казахстана совершенно неэффективен. Что немаловажно, все это происходит в государстве, расположенном между Россией и Китаем, 2 сверхдержавами с собственными амбициями в регионе. Приплыли. Грета Тунберг снова в эпицентре, теперь не климатического, а геополитического шторма. Израильский флот ночью перехватил яхту «Мадлин», шедшую в Газу с гуманитарной миссией. На борту Грета, активисты, вода, матрасы и очень громкое намерение нарушить молчание. Израиль сработал четко, спецназ, бутерброды, порт Ашдод. Говорят, все строго по инструкции. Флотилия Свободы в ответ выкатила заранее записанное видео «Нас похитили». Турция кричит «Гостерроризм», Иран «Пиратство», а Израиль выкладывает кадры перехвата. Все целы, шоу окончено. Гуманитарки, по словам израильских дипломатов, на борту было меньше, чем в одном грузовике. До Газа экосредство так и не доплыло. Не забудьте в комментариях написать, что вы думаете об этом всем и почему правда для вас важна, а также откуда вы нас смотрите. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.